Всем привет! Вы на канале RP Tech. Ну вот ответьте мне на один вопрос. Какой должна быть идеальная клавиатура? Ну давайте начнем. Идеальная клавиатура должна быть в идеале механической, беспроводной, иметь хорошую подсветку, уметь переключаться между несколькими устройствами, должна быть сделана из хороших качественных материалов, ну и также сборка самой клавиатуры должна быть на высоте. Ну и конечно, стоить она должна адекватных денег. Мы же не хотим брать ипотеку на клавиатуру, правильно? И о чудо, именно о такой клавиатуре будет сегодняшнее видео. Встречайте, беспроводная механическая клавиатура Keychron K1. Сегодняшний обзор я предлагаю начать с упаковки. Сразу хочу отметить ее качество и премиальность. Мое почтение, Keychron. Пользователь получает первоклассный опыт распаковки. Тут фирма постаралась на 10 из 10. Но все эти эпитеты также касаются и комплекта поставки. Тут у нас инструкция и краткое руководство с главными функциями данной клавиатуры. Тут у нас есть набор сменных клавиш разного цвета и для разных операционных систем, а также устройство для извлечения этих клавиш с самой клавиатуры. Так как производитель не заботится у нас об экологии, то в комплекте поставки у нас есть кабель USB-A и USB-C. Он используется для зарядки, а также проводного подключения клавиатуры к устройству. Сзади на самой коробке у нас краткая информация о главных функциях и преимуществах данной клавиатуры. Теперь о самой клавиатуре. Это модель Keychron K1 87. И нет, 87 это не год рождения. 87 означает количество клавиш, которые доступны на самой клавиатуре. Существует две версии данной модели, 87 и 104. 87 это так называемая укороченная версия, а 104 полноразмерная с нампадом. На сегодняшнем обзоре у нас будет так называемая укороченная или обрезанная версия данной клавиатуры. Также я хотел бы обратить внимание, что на сегодняшнем обзоре у нас клавиатура исключительно с белой подсветкой и коричневыми переключателями. Также стоит отметить, что существует версия с RGB подсветкой и другими переключателями, доступными на сайте. Если данные характеристики и цвета переключателя вам ни о чем не говорят, то я оставлю в закрепленном комментарии ссылку на ресурс, который подробно объяснит разницу и главную фишку данных переключателей, ведь их существует несколько типов. Если уже совсем вкратце объяснить разницу, то существует несколько различий. Это тактильный отклик, ход клавиш, а также звук при нажатии на саму клавишу. Возвращаемся к самой клавиатуре. Клавиатура в длину 35 см и имеет вес в 600 грамм. Несмотря на тонкий корпус и низкий профиль клавиатуры в менее чем 2 см, такой вес обусловленный алюминиевым корпусом. Но стоит отметить, что корпус сделан из металла только сзади. Спереди у нас хоть и качественный, но пластик. Как вы могли заметить, клавиатура низкопрофильная и имеет очень маленький угол наклона. К этому можно легко привыкнуть или использовать специальную подставку для запястий. Клавиатура выполнена в минималистичном стиле. Все кнопки и порты выведены только на верхнюю часть. На верхней части у нас располагается порт USB-C, который используется для зарядки и проводного подключения к устройству, а также два тумблера, которые помогают нам выбрать тип подключения, это может быть проводной или беспроводной, а также выбрать переключатель операционной системы, чтобы адаптировать кнопки и выбор позиции данных кнопок, исходя из операционной системы, которую вы используете. Сами клавиши можно легко снять и заменить на те дополнительные клавиши, которые идут в комплекте. Как я уже сказал ранее, в комплекте идут клавиши, которые адаптированы как под Windows, так и под Mac. Также приятным бонусом идут цветные кнопки Escape и подсветки. Это позволяет немного стилизовать клавиатуру, сделать вот такие оранжевые акценты. Смотрится круто и стильно. Респект производителю за такое. А теперь предлагаю поговорить, пожалуй, о самой важной функции лично для меня. Это возможность абсолютно бесшовно переключаться между тремя устройствами, вне зависимости от операционной системы, которую вы используете. Сейчас я покажу, как это работает. На самой клавиатуре клавиши 1, 2 и 3 имеют маленький индикатор Bluetooth. Это позволяет нам подключить целых 3 устройства к самой клавиатуре, а затем с помощью комбинации FN плюс 1, 2 или 3 выбирать нужное нам устройство, к которому мы хотим переключиться. Только не стоит забывать о том, что нужно также переключить тумблер выбора операционной системы, а то если вы переключитесь с Windows на Mac, то соответственно и кнопки на клавиатуре не будут адаптированы под операционную систему, которую вы будете использовать. Вы же не хотите нажимать команд на Mac и вызывать меню пуск на Windows, ведь так? Также из дополнительных преимуществ я хотел бы выделить дополнительный ряд функциональных клавиш сверху, которые можно спокойно использовать для переключения яркости, звука или регулировка яркости самого устройства, которое вы используете. Это прекрасно работает на разных операционных системах, будь то Windows, Mac или даже мобильная операционная система. К слову о самой подсветке. Никаких нареканий и проблем с подсветкой у меня не было, хотя я пользуюсь клавиатурой уже около полугода. Стоит также отметить, что подсветка может сама автоматически отключаться, как только клавиатура понимает, что вы ей перестаете пользоваться. Я не помню, какое конкретно время нужно для этого, но, предположим, не знаю, допустим, минуту, если вы не пользуетесь клавиатурой, то подсветка автоматически отключается для того, чтобы сэкономить заряд батареи. В светлое время суток саму подсветку я рекомендую отключить при помощи комбинации FM плюс
кнопка подсветки клавиатуры. А сама кнопка подсветки помогает нам настроить разные типы подсветки. Лучше я вам это один раз покажу, чем буду пытаться это объяснить. После такого фейерверка могут появиться достаточно обоснованные вопросы насчет автономности данной клавиатуры. Но я могу лично поделиться своим опытом и сказать, что клавиатурой я пользуюсь уже около полугода в смешанном режиме. Я не использую подсветку достаточно часто, иногда по вечерам, но зато я работаю честные 40 часов каждую неделю, и за этот период я, наверное, заряжал клавиатуру, ну, я не знаю, 2-3 раза максимум. Поэтому насчет автономности я могу дать твердый ответ, что автономность очень хорошая, и клавиатура получает твердую 5. Поэтому, если подвести итог, то данная клавиатура является практически идеальной. Она соответствует всем современным техническим стандартам. Она механическая, она имеет подсветку, она имеет хорошую сборку и металлический корпус. Она имеет возможность быстро и бесшовно переключаться между 3 устройствами одновременно. Из недостатков, наверное, стоит выделить тот факт, что она низкопрофильная, и далеко не каждому может понравиться такой тип клавиатуры, ведь вам приходится работать немного положа руки сверху на данную клавиатуру, но это можно исправить, используя такую специальную подставку для ладоней. Но также данную клавиатуру трудно назвать бюджетной, ведь ее цена начинается где-то в районе $70, если заказывать непосредственно на сайте, но, к сожалению, официальный сайт не доставляет в страны СНГ, там будь то Беларусь, Россия или Украина, поэтому приходится покупать у официальных ритейлеров или на других площадках, которые продают данную клавиатуру. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, а в комментариях, пожалуйста, напишите, какая фишка вам запомнилась больше всего и считаете ли вы данную клавиатурой идеальной, которая может подойти именно вам. Еще раз спасибо большое за просмотр и до скорой встречи. Всем пока!